Это я в 2017 году, спустя 2 недели после операции по деформации грудной клетки. В тот день я впервые смог встать с кровати после долгого времени в реанимации. До этого времени и особенно после я каждый день смотрел на себя в зеркало, на свои недостатки и свои шрамы на теле. Я не понимал, как принять себя и жить с этим. Считал себя хуже других, а потому занижал свои успехи, достижения и совсем не уважал себя. Но как я это исправил и как сможете вы? И почему важно это сделать? Уважение и любовь к себе – это ключ практически ко всему, включая к спокойной и беззаботной жизни. Ведь этот навык развивает в вас множество благоприятных черт, благодаря чему вы достигаете большего, способны на большее, ведь уверены в себе. Из-за этого меняется окружение, образ мышления и стиль жизни, а отсутствие уважения несет прямо противоположный и разрушительный эффект. И это во многом следствие низкой самооценки. Когда мы не устраиваем самих себя, мы чувствуем себя ниже других, и, соответственно, боимся рисковать, меньше достигаем и делаем, ощущаем меньше счастья, позволяем собой пользоваться, над нами шутить, и порой спускаем с рук вещи еще хуже. Как проявляется неуважение к себе? Это можно поделить на открытое и скрытое неуважение, или же саморазрушение, что тоже применимо. Под открытым имеется в виду явные формы неуважения к собственной личности и своему физическому «я». Это отрицательное восприятие собственного тела и возможный селф-харм, отсутствие защиты своих личных границ, дозволение токсичных отношений, когда вы общаетесь с неприятными людьми, что вас оскорбляют, шутят над вами и используют вас, и которым вы не умеете отказывать в случае такого желания, а также умышленное игнорирование своих потребностей. Под скрытым проявляется ваш образ жизни и отношение к другим людям, чего вы сами можете не замечать и считать это нормой. Необоснованная ненависть, злоба, чувство зависти и прочее, о чем мы говорили в одном из прошлых видео. Огромное количество часов экранного времени, отсутствие физической активности и спорта, преобладание вредной пищи в рационе и отсутствие важных источников витаминов и элементов, систематическое недоедание и постоянные неработающие диеты, что лишний раз нарушают ваше пищевое поведение. Можете об этом подробнее посмотреть в summary под названием «Как полюбить себя. Инструкция от психолога». Очень поможет разобраться в том, как найти внутренний ресурс и как начать любить и уважать себя, повышая качество своей жизни. Видео summary — это краткие пересказы с информацией из лекций, книг, курсов, что экономит огромное количество времени. И доступно это в правом полушарии интроверта. Это платформа для саморазвития по подписке с огромным сборником summary по разным темам. От саморазвития до истории, философии, аниме, кино, где в среднем за 20 минут интересного материала вы получите структурированную важную выжимку и станете чуточку умнее. Их можно слушать фоном с любого устройства, а подписка обойдется всего в 300 рублей в месяц. Но если хотите попробовать, то промокод Альберт даст вам бесплатный месяц в подарок. А ссылка в описании или по QR-коду на экране. Переходите и обучайтесь. И в целом деструктивный образ жизни с преобладанием вредных развлечений, вредных привычек и деятельности, которые не приносят истинного удовлетворения, но создают вам иллюзию успеха или счастья, чрезмерно эксплуатируя нашу систему вознаграждения. И если вы в этом узнали себя, значит, пора это менять. Уважение к себе — это не просто чувство, это последовательные действия и решения, которые мы совершаем каждый день. Оно проявляется в том, как мы устанавливаем личные границы, какие стандарты мы задаем для себя и других, и как мы поддерживаем свое физическое, эмоциональное и психическое благополучие. К таким примерам можно отнести взаимодействие с другими людьми. Это умение отказывать, формирование хорошего окружения и отказ от негативных людей в своем, даже уже самом близком кругу общения. Это умение выстраивать границы допустимого в общении как дружеском, так и любовном. Умение и желание говорить о всем честно, прямо и сразу, не заставляя своих собеседников гадать о ваших чувствах. Когда вы в последний раз были честны и искренны перед другими людьми, и особенно перед самим собой. Ну и очевидно, забота о себе, своем теле и душе. Спорт, уходовая косметика, забота о коже, медитация, регулярные прогулки по минимум часу в день и прохождение врачей, чего многие попросту забывают делать, становясь взрослее. Когда твоя мама в поликлинику, тебя уже не поведет. И ключ к этому — самопознание и самопримирение. Следует начать с того, что вы продумаете или выпишете список вещей, которых вы стесняетесь, что вас в себе не устраивает, что вы в себе ненавидите. И использовать это как ваш больничный лист с диагнозами, которые нужно лечить. И зачастую ваш диагноз уже будет скрывать в себе путь к решению.
В первую очередь нужно наладить взаимоотношения с собой и своим внутренним голосом. Если в вашу голову лезут деструктивные мысли, подпитывающие вашу неуверенность, вашу нелюбовь к себе, отрезайте их от себя. Либо играйте немного в другую игру. Воспринимайте такие мысли как повод показать самому себе обратное. Первоисточников тому может быть огромное множество. Неуважение со стороны родителей, буллинг в детстве и прочее. Но лекарство этому одно – вмешательство. Углубление в корень своей проблемы, его решение или переосмысление, а также самоконтроль над мыслями. Подумали, что у вас проблемы с внешностью? Похвалите себя и сделайте себе комплимент в этот момент. Появляется мысль, что тебе не стоит заниматься важным делом, начни делать его прямо сейчас через страх, словно ты споришь с кем-то. К сожалению, в борьбе с этим не так много опций. Но стоит разобраться, что это вообще такое наш внутренний голос. Я бы его описал как внутреннего умного ребенка, который хочет жить и быть счастливым. Он знает то, что нам нужно, и он проявляется в виде голоса совести или чуйки, интуиции, как мы это называем, но которого мы постоянно заглушаем и перебиваем, из-за чего за года мы полностью его заглушаем и перестаем его воспринимать, что становится очень легко обознаться между ним и внутренними ограничивающими убеждениями и ненавистью, считая, что это одно и то же. Разумеется, это не так. Но чтобы настроить эту сбившуюся частоту, нужно время. Почувствовали, что хотите ответить «нет»? Сделали это сквозь страх. Почувствовали, что искренне чего-то хотите, но боитесь? Сделали. Чем больше таких вещей в жизни вы делаете, чем больше вы слушаете свой, назовем его, позитивный и полезный внутренний голос, тем больше он преобладает над всеми негативными установками. Чувство в теле – ваш единственный индикатор, на который вы должны начать обращать внимание, если этого практически никогда не делали или их игнорировали. Начните читать аффирмации и внушать себе то, что вы способны на свершение. Вы должны сначала убедить себя в том, что вы способны. Ведь у вас уже сидят мысли и установки, которые мешают действию. Значит, их нужно заменить. А потом доказать это себе действиями. Вы можете браться за все, что угодно, даже то, в чем вы истинный профессионал. Но если внутри вы не будете уверены в себе и в своих силах, остальное не имеет значения. Ваша сила идет изнутри. А если ваша ненависть обусловлена недостатками в теле, учитесь воспринимать их как ваши уникальные черты. И смотрите на себя так, какой вы есть. Уникальная личность с уникальным телом и его особенностями. Можете приучить себя этому тем, что вы будете смотреть на себя и свое обнаженное тело в зеркало. В идеале, конечно, когда никого дома нет. И рассматривать каждую свою часть тела, осознавая ее как что-то уникальное и особенное. Делая этому комплименты, пресекая осуждающие вас мысли. И уже после этого займитесь собой. Многие путают принятие себя со смирением, но это не так. Если вы можете повлиять и можете исправить свой недостаток, вы хотите это сделать, значит, вы должны это сделать ради самого себя. Просто принятие и первоначальная работа над ментальным здоровьем позволяет не давить и не торопить себя с изменениями. Изменить установку с «я ужасный, это нужно менять» на «я прекрасен, какой я есть, но могу стать лучше». Ведь есть разница между тем, когда люди начинают злоупотреблять пластикой, косметологией, веществами, стероидами и всем на свете, что позволяет быстро изменить себя с огромными последствиями и адекватными, размеренными изменениями из года в год. Лично я принял себя таким, какой я есть. У меня была операция, я ходил с пластиной в груди, результата это не дало. И я просто это принял, что у меня есть изъян в ДНК, благодаря чему у меня такая грудь. И это моя особенность. У кого-то ситуации в разы хуже. Я же могу жить и счастливо существовать. И своей ненавистью к себе это счастье я лишь отдаляю от себя. Но я был бы перед собой не совсем честен, если бы не хотел более подтянутое и спортивное тело. Принятие меня и моих изъянов помогло на них посмотреть под другим углом, не корить себя за это и размеренно, очень аккуратно их менять. Как видите, ни о чем не жалею. Себя ты познаешь только в сравнении. Когда речь идет о самоуважении, это игра в сбор пазла, в котором важна каждая деталь. Если резко начать менять себя, можем выгореть, не увидеть быстрого результата и разочароваться еще больше. Если не научимся говорить людям о том, что вам комфортно, а что нет, можем быть красивым и успешным, но остаться беспомощными в кругу неприятных людей, что вами манипулируют. Если внутри вас происходит хаос, нужно не бежать от него, нужно остановиться и внимательно его осмотреть.
делать, чтобы понять, что с ним делать. Начните с коротких медитаций, чтения аффирмаций, учитесь прислушиваться к своим чувствам и эмоциям. Все свои негативные мысли намеренно превращайте в позитивные и принимайте себя. Вам нужно понять, что в той точке, в которой вы находитесь, это не ваш конец, не ваш закат, это ваш старт, с которого нужно продолжать свое движение. И пойми, что для тебя является опорой. Когда и почему ты чувствуешь себя более уверенным? Для кого-то это высвобождение творческой энергии, для кого-то это возможность побыть оратором и центром внимания в компании, взять ведущую роль в свои руки, рассказать о чем-то вас интересующем. Это еще одна часть пазла, которая станет фундаментом для остальной картинки. Если это грамотно развивать, то это поможет сформировать приятный круг общения, построить на этом свой образ жизни и даже превратить это в свою сферу деятельности. Лично для себя я понял, что для меня критически важно иметь возможность самовыражаться и ощущать стабильность, особенно финансовую. И речь не только о доходе, а о взаимодействиях с ним и своим капиталом. С 2021 года я активно веду свой бюджет, формирую подушки безопасности и инвестирую, заставляя все мои деньги работать на меня. Именно это мне и позволило сразу после окончания школы переехать и лишь за последний год посетить 7 стран. Формула у этого не так сложна, как кажется. Главное — уметь обращаться со своими деньгами. Если вы хотите следующий год посвятить жизни, а не страху о будущем, то с сегодняшнего дня и до 7 января 2024 действует самая большая скидка в 30% на мой курс по финансовой грамотности, который я рекомендую к прохождению всем, особенно новичкам в теме финансов и инвестиций. Как это сделало уже более 500 довольных участников, с отзывами которых можно ознакомиться на сайте. На курсе вы узнаете все, что нужно знать об экономике, научитесь управлять своими деньгами и поймете, куда и как их инвестировать, чтобы ваши накопления не сгорали, а работали на вас и ваше будущее, принося доход. Помимо этого, вы получите мои авторские, полезные и понятные практические инструменты, а также гарантированно получите подарочные акции крупных российских компаний до 20 тысяч рублей, что полностью окупит стоимость обучения. Ссылка на мой курс «Финансовая свобода» в описании или по QR-коду, а промокод 2024 даст скидку в 30%. Но торопись до окончания его действия. Именно забота о своем благополучии для меня стала бустером моей уверенности, харизмы и многих вытекающих. Ведь то, чтобы меня знало так много людей, моя деятельность помогала людям, она мне нравилась и при этом приносила мне доход, я мог только мечтать, когда в детстве сталкивался со сплошными трудностями и переездами. Конечно, сейчас в моей семье все сильно лучше, чем было в прошлом, но из-за этого у меня закрепилось, что все лишь на моей ответственности. И не только мои хотелки, но и достойное будущее моей семьи и близких. Хорошо это или плохо? Не знаю, но все мы разные, а я именно такой. Свою опору вам предстоит найти и развивать ее. Главное — слушать свои ощущения и просто быть собой. Никогда не пытайтесь стать тем, кем вы не являетесь. Это бессмысленно. К этому всему можно подключить еще несколько практик, что когда-то помогли и мне привнести все то, о чем я говорил ранее. Осознанное одиночество, внушение с подкреплением или же аффирмации, о чем я уже рассказывал, и зеркало. Я научился быть один и делать то, чего я боялся делать в одиночку и ждал чего-то присутствия и толчка. Аффирмациями еще в 2017 году, когда я себе перед сном говорил шепотом, что я уверенный в себе человек, убедил себя в своих силах, и это стало своеобразной смазкой и толчком для действий. И зеркало. Зачастую, как человек ведет себя с другими людьми, так он ощущает внутри себя. Разумеется, есть исключения из правил. Но если человек легко раздражается и он ненавидит всех вокруг, весьма вероятно, что он ненавидит всю свою жизнь. Поэтому так злобен на других. Поэтому отзеркаливать мы будем отношения к другим. Вести себя дружелюбно с незнакомцами, делать бескорыстное добро в виде любой, даже неприметной помощи придержать дверь, желать прохожим хорошего дня, больше улыбаться и делать больше бескорыстного добра. Со временем это войдет в такую привычку, что вам не только станет проще и легче, но и взаимоотношения с самим собой начнут меняться. Вы станете к себе более добрым и отзывчивым, особенно если практикуется все ранее озвученное в этом видео. Ну а еще под зеркалом можно подразумевать соответствие кому-то. Например, вы постоянно хотите изменить свою жизнь и очень вдохновлены каким-то популярным миллиардером. Так попробуйте перенять его поведение в свою жизнь. До миллиардов вам наверняка далеко, но хотя бы начните выстраивать режим сна и свою дисциплину. Хорошо спите и рано просыпайтесь. Начните заниматься спортом, читать книги. Если вы не знаете, чем хотите заниматься и чего хотите от жизни, то лучшим лекарством будет делать хоть что-нибудь, а не бездействие. Ну и в конце концов,
научитесь реагировать на критику и оскорбления. Что бы я ни говорил про самоуважение, про общественное мнение, в этом мире существует все, в том числе самое плохое. В интернете всегда найдется психически нездоровый человек, который будет гадить всем в комментариях, будет всех оскорблять и ненавидеть и напишет вам гадость. Вы не можете повлиять на таких людей и их судьбу. Их не исправить, если они сами этого не захотят и не осознают свое бедствие. Но в ваших руках ваше отношение к себе и ваша реакция на любую ненависть. Если она вас задевает, значит вы с ней соглашаетесь. Это как из притчи. Если я назову тебя зеленоволосой, и тебя это не расстроит, потому что у тебя не зеленые волосы, но стоит человеку написать, что у тебя много прыщей, некрасивая горбинка на носу, тебя это заденет, потому что ты не любишь это и сам себя за это презираешь, а не потому, что комментатор прав. Лишь дураки тратят время на то, чтобы кого-то оскорблять и доказывать кому-то, что тот не прав. Не стоит в принципе тратить свою энергию на любой негатив кому-либо. Ровно как и не стоит тратить ее, отвечая на необоснованную критику и оскорбления в ваш адрес. Муха всегда найдет говно, и на чем вы держите фокус, то вы и видите. Если вы подмечаете в людях только плохое, замечаете только как мир, как вам кажется, деградирует, вы будете видеть только негатив. А если будете замечать добро и делать его, заметите, как мир приобретает другие краски, помимо серых. Живите для себя, стройте свою внутреннюю опору, свой стержень, улучшайте себя, экономьте свою энергию и тратьте ее не на пустоту, не на плохих людей, а на добро, себя и свое счастье. И со временем вы поймете, что вы прекрасны. Люди вокруг такие разные и уникальные, а быть живым восхитительно. Правда, сработает это только в том случае, если вы сами этого хотите. Вы хотите изменений, а не просто сделать вид активной деятельности, скрывая перед собой то, что у вас живет глубокая травма, которая заставляет вас оставаться и любить находиться в позиции жертв, когда слезы, жалобы, нытье, внимание от людей приносят вам скрытый, но экстаз. Тогда это уже другая проблема, которая требует первоначального внимания и признаний самому себе в этом. Надеюсь, моя история и мои практики вам помогут и многое позволили переосмыслить. Не забывайте про промокод 2024 на скидку в 30% на мой курс, ссылка на него в описании. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм и телеграм, там больше полезных постов и практик. Любите себя и всего хорошего.